Всем привет, дорогие мои подписчики и не только, те, кто зашли на канал. В общем, в этом видео, наконец-то, после того, как мы собрали всю нашу модель, полностью разобрали ее до винтика, собрали всю механическую часть, спаяли и собрали всю электрическую часть, проверили все это. Затем, за кадром, естественно, я настроил всю аэродинамику, ну не аэродинамику, всю подвеску, чтобы она работала правильно. Если кому-то интересно, ссылки оставлял в предыдущем видео. Вот, и сегодня время пришло поставить сюда корпус. Подогнать правильно и поставить сюда корпус. Не знаю, как сейчас посмотреть, надо, влезет он сюда вообще в кадр. Он не влезает, но видите, я еще его даже не распаковывал. Давайте это с вами сделаем. Конечно, хотелось это сделать на видео прям непосредственно. Так, ну вот сильно мы клеенку эту убирать не будем. Возможно, для покраски она нам пригодится. Да, давайте достанем корпус. Вот такой вот он, в виде ламбы. Логично, не правда ли? Да, давайте вот так вот подальше вам отодвину, чтобы видно было. Вот такие наклеечки. Да, задний спойлер. Но он нам не нужен будет, крепление для спойлеров. Ну, кстати, шайбочки, болтики пригодятся на всякий случай. Маски на стекла тоже есть. Блин, он толстый, жесть какой. Хотя написано 1,5 миллиметра. Ну ладно. Так, но это нам нужно не будет, потому что у нас есть от раза шифри на задний спойлер. Ну, в общем, сейчас я все примерю, посмотрю и буду постепенно рассказывать вам, что мы тут будем делать. Итак, как вы видите, для того, чтобы нам примерить примерно модель, нам надо ее поставить хотя бы каким-то раком. У нас здесь мешается задний спойлер, мешаются антенки, которые вот находятся, и сам он просто не налезает, да, то есть, ну, вот так вот можно налезть, но антенки сломаем. Значит, я обрежу его по самому нижнему краю, даже чуть ниже, на всякий случай. Вырежу колесные дырки для того, чтобы хотя бы как-то примерно примерить его, и потом уже надевать и ставить. И делать все мы это будем с помощью специальных ножниц. A few minutes later. Так, как вы видите, я уже тут с одной стороны подобрезал чуть. Когда будете обрезать, аккуратнее, конечно, видите, царапают очень сильно руки, потому что идеально не обрежешь, только если хирургическим скальпелем, но скальпелем задолбаешься, лучше ножницами, такой толстый корпус. В общем, смысл в чем? Что я убрал, видите, антенки, чтобы они нам не мешались. Убрал крепление корпуса, да, чтобы подогнать. С одной стороны ничего пока не обрезал, с другой стороны обрезал. Но всегда обрезайте лучше потихонечку. Лучше сделайте это все подольше. Да, обрезайте постепенно. То есть, видите, самый нижний предел он вот здесь, но я обрезал еще ниже, на всякий случай. Да, как видите, надо еще назад задвинуть, значит, здесь обрезаем. Обрезаем потихонечку, слой за слоем. Также и здесь будем слой за слоем, чтобы все было идеально ровно. Да, ну вот так вот у нас получается. Видите, колесики сейчас подобрежем, подгоним, чтобы ровно колеса были напротив. Да, значит, здесь надо будет подобрезать. И вот таким макаром подгоняем. Сначала обрезаем полностью весь корпус. Я все поставлю. Посмотрите, как это будет выглядеть, а дальше уже будем переходить к следующему этапу. В общем, смотрите, я закрепил полностью корпус, просверлил все дырочки, подрезал все, где надо, и смотрите, что у нас получилось. Немножечко неправильно надрезал, пришлось удлинять дырки, но это, в принципе, не влияет, потому что, как видите, он вообще никак не шатается, поскольку очень-очень много креплений. Смотрите, значит, мы закрепили вот здесь вот боковые наши юбки для того, чтобы сопротивление воздуха не поднимало корпус. Видите, не поднимается никаким образом. Также сзади, чтобы не болталось. Вот эта часть у нас тоже стоит крепко, поскольку воздух будет идти, он сопротивление болтаться не будет. Значит, здесь у нас сзади тоже все плотно, надежно закреплено, соответственно, здесь по бокам. Здесь у нас корка наша лежит на переднем сплиттере и закреплена для того, чтобы не поднималась корка при больших скоростях. Она опущена чуть-чуть ниже. Возможно, после первых тестов мне придется ее подрезать еще чуть-чуть, потому что она находится чуть ниже. Но думаю, что этого будет достаточно, потому что амортизаторы достаточно жесткие и сильно опускаться она не должна. В общем, соблюдаем также аэродинамику, чтобы здесь было сопротивление. Корку, чтобы она стояла чуть-чуть вот в таком вот положении, да, потому что сопротивление воздуха прижимало ее, потому что если поставить, допустим, слишком низко, она прижиматься не будет, и это будет плохо для аэродинамики. В общем, корпус получился очень
крепко, плотно, надежно стоит, нигде ничто не отпирает. И следующим нашим шагом будем ставить дополнительные фары. Хочу попробовать, не знаю, получится или нет, сделать лампочки, чтобы горели там, где находятся фары. Ну и сзади поставить фонарь. Так что сейчас давайте я немножечко разберусь с электроникой и потом все вам покажу. В общем, смотрите, что у нас получилось по электрике. Скажу честно, делаю я это не сам, потому что я не так хорошо разбираюсь в этом. Попросил друга. В общем, он все сделал, все круто, все мне понравилось. Смотрите, у нас здесь какая-то платка. Я уже подсоединил, естественно, к каналу. Все проверил, чтобы вам показать уже все наглядно, без всяких косяков. В общем, смотрите, да, здесь у нас два хороших светодиода с линзами. Сзади у нас полоска светодиодов, да, стопор красного цвета. Давайте сейчас включу вам и покажу, как все это работает. Значит так, включаем. Я уже тут все настроил на пульте, естественно. Два режима. Первый, оп, загорелись. Да, второй, загорелись посильнее. Не знаю, видно ли будет на камере. Опа, magic. Давайте поставлю подальше, чтобы было видно вам. И покручу. Смотрите, значит, у нас первое. Ну, этой лампочки еще надо настраивать, видите, как в настоящих фарах. То есть светодиоды четко светят по прямой. Потом я подстрою под корпус, да, чтобы это все было вообще прям супер топ. Ну и светодиоды задние. Светят они, конечно, очень круто. Давайте я вот вам покажу, насколько это все круто у нас светит. То есть видно будет по-любому далеко. Сейчас быстренько сменим кадр. Так вот, да, давайте теперь это все красиво. Ага, давайте еще, знаете, что посмотрим, как это в корпусе выглядит. Это мы еще будем регулировать, чтобы она ровно светила. Я, наверное, подниму все, потому что, видите, светит она в самый низ. Вот так. А светит она, видите, вниз в самый. Вот сюда. Поэтому будем поднимать, чтобы она ровно по центру фары. Но выглядит линза вообще круто. То есть она фара как будто утопленная. Если поставить ее по центру и настроить так, чтобы он светил ровно на дорогу, это, конечно, мне не важно. На самом деле все это делается для того, чтобы когда ты далеко разгоняешься, уже смеркается, ты видел, даже когда не смеркается, ты видел, где перед и где зад машины. Потому что вдалеке машина, когда находится в 600 метров от тебя примерно, ты уже ее вообще практически не видишь. А со светодиодами все будет очень круто. Давайте сейчас снимем корпус, да, пока отложим его. Значит, что мы делаем следующим шагом? Видите, поскольку здесь много проводов, да, и как их протянуть так, чтобы они не задевали важные части, особенно которые крутятся, поднимаются, опускаются, короче, какое-то движение производят, надо это сделать аккуратненько, обвести провода так, чтобы они этого ничего не задевали, и аккуратно их убрать. Так что я сейчас буду заниматься этим, настраивать по высоте линзы с диодами, да, чтобы они ровно все светили. И будем уже приступать к покраске. Ну, естественно, покажу вам, как все получилось. Поехали. И вот, что у нас получилось. Давайте я вкратце расскажу. Я не стал заморачиваться, сделал просто на хомутиках, все прикрепил. Для того, чтобы, если вдруг что-то сломается, надо будет что-то поменять, я просто хомуты отрезал. И как бы все. Потом заново хомутами все приделал. Видите, здесь поставил, здесь протянул, здесь пришлось открутить пару болтов, чтобы протянуть грамотно провод, чтобы он не касался всех движущихся деталей. Да, в принципе, здесь отцентровал я фары, чтобы можно было даже наклейки фарные наклеить, вырезать просто под них дырочки, но это в дальнейшем будем делать. В общем, давайте я покажу вам поближе, все вроде как круто, красиво смотрится. Да. Еще момент. Вот эти, конечно, штуки, не знаю, они вроде у меня только оранжевого цвета. В принципе, корпус будет покрашен, снаружи это видно не будет совершенно. Плюс будет вырезано просто под фары, тут все черное будет. Но в дальнейшем посмотрим, если мне очень не будет нравиться, конечно, чтобы было все перфекто, я, возможно, их просто подкрашу черным, чтобы они в цвет были. Но это на самом деле не принципиально. Да, давайте смотреть дальше. Да, включаем регулятор. Хотя давайте даже, знаете, как сразу сделаем? Прикрепим корпус и посмотрим, как это будет все выглядеть в корпусе. Видите, вроде как все ровненько светит. Сзади тоже у нас габариты, как видите, работают. Да, что касается переда, фары находятся ровно на том месте, где надо. Да, я, возможно, наклею наклейки и вырежу чисто под фары здесь место. Но посмотрим, это не факт. Если не понравится, просто уберу. Вот эту штуку в любом случае закрашивать не буду, а там посмотрим. Значит, следующим нашим шагом будет то, что я сверху корпуса раскрашу приблизительно, потому что, ну, естественно, у ламбы у нее красивые линии, где-то будет желтое, где-то черное, чтобы все это четко выделялось. Я подумаю, как это все сделать. Да, расчерчу, вам покажу и приступим к покраске. А для того, чтобы нам все это заклеить, да, первое, мы оставляем отдельно корпус. Да, вот это мы сейчас забираем. Мы моем тщательно все внутри.
Вымываем, чтобы никакого жира, никаких волокон, вообще ничего не было. Понадобится нам малярный скотч, чтобы заклеить и тонко вырезать. А чтобы тонко вырезать, естественно, нам понадобится скальпель. Ну и ножницы, естественно, чтобы обрезать такие, можно поменьше взять. В общем, сейчас мы все это заклеим и начнем красить. Итак, после того, как мы наклеили все маски, как вы видите, здесь сбоку наклеена маска, здесь мы поставили отдельно для фар, отдельные такие тут черные штучки сделаю. Заклеили задние штуки все, знаете, чтобы красиво было рельефно. Здесь все то, что в наклейках будет, то, что я рассказывал. Значит, сначала мы, объясняю, как делаем, красим. Первый слой слегка тоненько, ну давайте сейчас покажу, ладно. Итак, мы перебрались в новую локацию, так сказать. Будем на улице красить, чтобы еще не захламлять, так сказать, краской. Значит, какой план действий? Значит, корпус у нас помыт. Я включаю вентилятор. Мы сейчас продуем, чтобы пыли точно никакой не было. И начнем красить. Вот, уже вижу, как пыль слетает. Так, вроде все продуто, да? Теперь надо хорошо стряхнуть баллончик. И тонким слоем потихонечку наносить краску. Надо, чтобы тонким слоем взялась вся поверхность. Но вроде тонким слоем все взялось. Итак, после покраски первого слоя, давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, ну видите, вот она застыла, краска. Все вроде хорошо. Да, вот так вот она начинает выглядеть. Но на солнце, конечно, она, естественно, горит покруче. Теперь давайте покажу вам. Сейчас нанесу второй слой. Да, и покажу вам, как это будет выглядеть со вторым слоем. В общем, что у нас получилось после покраски второго слоя? Видите, уже как бы без пятен, без ничего. Все красиво, когда у папы ксива. Да, есть, конечно, места, которые надо будет дозакрасить, но как раз третий слой для этого и нужен, чтобы все это доделать. Ну что, красим третий слой. Итак, вот мы покрасили, убили полных 2 таких баллона, чтобы все это покрасить, потому что получилось тут много слоев. Для того, чтобы когда мы наносили черную краску, она не просвечивала и не меняла цвет корки, то есть на более из ярко-желтого на такой более желто-серый. Поэтому, смотрите, следующими нашими действиями будет закрасить подложку. Ну, здесь можно, чтобы полностью цвет подкрасить слегка в черный цвет, да, где, чтобы, ну, равномерно было, потому что все равно она чуть-чуть, но просвечивает, совершенно чуть-чуть. Так, здесь, видите, я закосячил немножечко, краска пошла, потому что уже в последний раз заливал прям большим слоем. Да, значит, теперь нам надо снять маски, которые мы сами наносили, сами делали, чтобы закрасить черный цвет. Значит, у нас остается, получается, стекла прозрачные будут и фары. Да, все остальное, все, что мы наносили, мы снимаем. Давайте, погнали. Так, для начала давайте снимем вот здесь вот масочку. Аккуратненько, чтобы не содрать краску. Оп. Так, вот здесь вот черный цвет будет, да? Оп. Так, вот здесь у нас черный цвет будет. И на жабрах. Оп. Оп. Вот так. Ну, вот я буду стараться максимально аккуратно это все делать. Ну, вроде как все окей. Ну, вот так у нас получается, да, и теперь давайте закрашивать черным цветом. Так, как видите, слегка я закрасил здесь, да, и мне больше всего интересно, как это будет выглядеть снаружи. Ну, вы знаете, хорошо выглядит. Другой момент, насколько будет выглядеть то, что вот фон, то, что мы закрасили, вот этот вот, сильно ли он будет выделяться. Знаете, можно, наверное, не обрабатывать, да, чтобы он был более светлый, более яркий. Да, я еще раз одним слоем закрашу черный цвет, чтобы он уж наверняка был такой четкий черный. А все остальное оставим, я думаю, что в таком виде. Итак, в общем, закончили мы с покраской кузова. Как вы видите, закрасил я все в один слой, такой легкий. Но краска черная, она очень хорошо, ну, как вы видите, не знаю, видно вам здесь, не видно. Ну, то есть она так, чтобы с внешней стороны она была монотонная. Давайте убирать все наши маски и посмотрим, что из этого получилось. Ну, получается все классно. Давайте теперь снимем
верхний слой наш пленки и посмотрим, будет ли она прям гореть. Так, ну выглядит вроде как супер. Есть, конечно, небольшой косяк вот здесь, но это если вглядываться. Ладно, хуй с ним. Давайте теперь я наклею все стандартные наклейки, которые шли в комплекте с этой машинкой, а потом уже доделаем их собственными наклейками, допилим, так сказать. Посмотрим, что получилось. В принципе, я доволен своим результатом. Есть, конечно, маленькие косячки, но это не критично. Давайте, в общем, я сейчас надену нашу корку на наш автомобиль и посмотрим, что получилось. В общем, всем спасибо, что были с нами, смотрели. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. В общем, мне самому модель очень нравится. В следующей серии будем выезжать, пробовать, тестировать ее, как она едет, настраивать на трассе и ставить новые рекорды. Я сказала, стартуем! Что делаем? Стартуем! Так что всем спасибо, всем пока!